Всем привет! В этом влоге я покажу наше летнее путешествие по Португалии, которое у нас проходило преимущественно в Лиссабоне и Порту. Примерно по неделе у нас выдалось на каждый из городов. Летели мы туда не в отпуск, а чтобы скоротать время перед заселением в квартиру в Испании, поэтому из свободного времени у нас были только послерабочие вечера, которые в основном состояли из пеших прогулок, а выходные мы старались тратить на поездки за пределы города и успели посетить португальский национальный парк, ривьеру Кашкайш, интереснейший город с замками Синтру, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, крайнюю точку Европы, мыс Рока, и классный столичный зоопарк. Мы не гуляли по достопримечательностям, а искали места, которые были бы интересны лично нам, с негласной целью выжать из поездки максимум впечатлений, минимизируя лишние расходы. А получилось у нас это или нет, мы с вами сейчас и узнаем. И первым городом был Порту. По прилете мы сначала поехали заселяться, сами того не зная, мы забукали на Airbnb не квартиру, а часть Кинты. Кинта — это старый сельский дом или усадьба, к которой, как правило, прилагается сад и виноградники, и конкретно этой Кинте было 300 лет. Самое интересное, что на фотках не видно было спальню, и по итогу она оказалась в подвале, в basement, где находился винодельный каменный чан. В него когда-то засыпали виноград и давили его ногами. А рядом с ним еще стоял механизм от винтового пресса, потому что одной только давки ногами было недостаточно. И по сути это погреб и помещение для переработки урожая. Единственные минусы проживания в подвале — это необходимость все время держать включенным осушитель и наличие безобидных пауков на тоненьких лапках по углам комнаты, плюс миграция муравьев по этой каменной ванне, что немного напрягало в начале, но кроме какого-то иррационального страха опасности там никакой не было. Вечером мы вышли прогуляться по городу, удивленные местами побитому его состоянию, о чем еще будет позже. Мы направлялись в сторону центра, прошли мимо самого красивого в мире Макдональдса. Это, наверное, моветон показывать его видео про Порту. Скажу лишь, что раньше в этом здании проходили встречи португальской элиты. Вышли на улицу старого города, которая имеет такие вот узкие проходы в квартиры. Не знаю, как там внутри, но чувствуется это уже супер древним и неуютным. Эта улица выводит, пожалуй, к главной достопримечательности города — мосту ученика Эйфеля, и своей архитектурой напоминает Эйфелеву башню. Такая же металлическая ферма с инженерной точки зрения. А под мостом проходила какая-то тусовка, когда мы подошли, там заканчивались акробатические номера, и люди просто остались танцевать. Я не знаю, сделано ли это для туристов или больше от местных для местных, но было достаточно прикольно там понаходиться. А вот днем старая часть города выглядит невероятно красивой, особенно со смотровых и прочих возвышенностей, которых там, к слову, немало. Кстати, этот мост, который, повторюсь, был построен учеником Эйфеля, многие путают с мостом самого Эйфеля, потому что его мост тоже стоит в городе, это железнодорожный мост, и расположен в кадре он за поворотом реки.
Одним из символов не только Порту, но и всей Португалии в целом является керамическая плитка азулежу, которую использовали на домах не столько для красоты, сколько для защиты стен от влажности, плюс для сохранения прохлады внутри помещения. Как уже можно было заметить, не все дома в Португалии выглядят одинаково хорошо. Это результат наслоения исторических, экономических и законодательных факторов. Одним из таких факторов был закон, который с середины 20 века не позволял арендодателям поднимать стоимость арендной платы, и такая, на первый взгляд, полезная вещь для жителей города привела к тому, что владельцы десятилетиями получали от жильцов копейки, иногда по 5-20 евро в месяц, и у них просто не оставалось денег на ремонт фасадов и крыш, и дома постепенно разрушались. Также многие здания принадлежат сразу нескольким наследникам, и если один хочет продать или отремонтировать дом, а 5 других нет, возможно, они вовсе живут в Бразилии или их не найти, то здание вынуждено годами стоять заброшенным и юридически считаться заблокированным. Плюс, когда-то налог на пустующее жилье был сильно ниже, и владельцам было выгоднее ничего не делать и ждать, пока цена на землю вырастет, чем вкладываться в дорогой ремонт. Плюс всякая бюрократия, связанная с тем, что город является наследием ЮНЕСКО и нельзя просто снести старый дом и построить новый, нужно реставрировать с сохранением исторического облика города. Все это в совокупности привело к тому, что в Португалии очень много заброшенного жилья. Хотя сейчас утверждаются всякие меры по предотвращению этой проблемы. Например, кинты выносятся на аукционы под реставрацию. И, возможно, когда-нибудь ситуация изменится в лучшую сторону. Одним из запоминающихся моментов был поход в необычный парк, который называется Сады Хрустального дворца. Находится он прямо в городе. Мы особо ничего про него не знали, прочитали только, что там можно увидеть птиц. Нас сначала встретили гуляющие петухи на входе, но пройдя немного дальше, мы наткнулись на свободно передвигающихся по парку павлинов, и их было достаточно много. Там люди прям лежат, они такие ходят. Прикольно, что их без барьеров, знаешь? Очень много эмоций приносит прогулка вблизи этих существ, которые смешно кричат, идут с тобой прямо нога об ногу. Днем они обычно гуляют просто по земле, а на ночь взлетают спать на деревья. В саду есть лесная зона, поэтому, вероятно, там они все и спят. Не знаю, опасны ли они при близком контакте, на всякий случай мы старались держать какую-то дистанцию с ними, но мы их как будто и не интересовали, они просто гордо гуляли сами по себе, периодически взлетая на возвышенность, и просто продолжали существовать. Короче, этот парк стоит того, чтобы быть включенным в обязательную программу. В один из вечеров мы все-таки решили поехать посмотреть на местный пляж. Ничего необычного сказать не могу, пляж как пляж. Вдоль берега периодически летал вертолет, который, я думаю, является спасательным и просто контролирует ситуацию на воде. Прикольно было возвращаться назад, придя на станцию, где никого не было, которая, ко всему прочему, была похожа на российскую ЖД-станцию. Вокруг лето, и меня это все отсылало к питерским приятным воспоминаниям.
Один день мы потратили на аквапарк, до него неудобно добираться без машины, но в любом случае он там есть, причем не с самым плохим пейзажем. Время нашего пребывания в Порту выпало на мой день рождения. Ева устроила мне сюрприз, и рано утром мы стояли на улице, где нас подобрал джип и куда-то повез. Оказалось, это был тур в национальный парк Португалии. Это довольно большой парк, который уходит к границе с Испанией. Туда есть как однодневные, так и двух-трехдневные туры. Чем дольше, тем глубже ты успеваешь заехать. Согнувшись в этом сафари-джипе на задних сиденьях, я пытался понять английскую речь и осознать, что этот день я проведу в полностью англоязычном обществе, что казалось чем-то новым и важным, наверное, и чего вроде бы не случалось со мной ранее. Все ребята оказались американцами, либо же жили там. Мы достаточно долго добирались до начала парка, и за это время успели более-менее познакомиться. По сути, на протяжении всего тура мы останавливались в разных местах, прогуливались по тропам до природных бассейнов, образовавшихся в руслах реки. Плавали там какое-то время, болтали, возвращались к машине и ехали в новую точку. На обеде нас поили зеленым вином, которое так называют, потому что собрано оно из молодого урожая. Я получил поздравления, было очень приятно. Единственное, всю дорогу я чувствовал себя напряженно из-за нехватки английского, что сильно убивает качественное взаимодействие с людьми. Несмотря на их приветливость, я чувствовал стыд за свой язык, и это чувство меня не покидало. Хотелось бы верить, что сейчас, спустя год, я чувствовал бы себя увереннее. Так или иначе, это была очень полезная коммуникация, а вот природа и какие-то пейзажи меня не сильно поразили, не знаю почему, может быть потому что подобная гористая местность встречалась на Дальнем Востоке, может после красивых панорамных видов из Грузии и Турции, и у меня тоже чуть вырос порог восприятия. Возможно, чем глубже ты заезжаешь в парк, тем интереснее виды и места можно увидеть. Но тогда на это придется выделять больше дней. Вечером по возвращению в город мы еще раз собрались в баре. Там я съел свой праздничный бургер, а мой мозг к концу дня, на удивление, стал еще хуже поспевать за их речью. Но день рождения был запоминающимся и хорошим. Спасибо Еве. Далее была столица Лиссабон. Мы жили в старом городе в районе Алфами. Он характерен своей средневековой застройкой и хаотичными улицами, большими перепадами высоты, нежели Порту, потому что построен он на холмах. Из-за большого числа крутых спусков и подъемов в жару тебе жарко по ним подниматься, а в дождь ты скользишь по каменной брусчатке даже в околотрекинговых кроссовках.
Зато благодаря этим перепадам присутствуют красивые виды на город. Хотя лично мне виды спорту запомнились побольше. На самой высокой точке старого города, на холме, стоит замок, который на самом деле является крепостью. Туда требовался билет, а мы не то чтобы стремились тратить деньги на достопримечательности, поэтому эти кадры — это все, что у меня есть. Зато рядом с ним на близлежащих улочках можно было встретить свободно гуляющих павлинов. Необычно было их встретить просто в городе, возвращающихся откуда-то под вечер. И это была наша с ними вторая, но, как оказалось, не последняя встреча. Там же, рядом прямо с крепостью, можно наткнуться на заброшенное здание, и в одном из них, видимо, живут сквотеры, живут и зарабатывают. И да, это все еще старый город, туристический центр, что лишний раз демонстрирует проблему заброшенных зданий в стране, даже в ее столице. Есть и другие районы, один из них является таким переходным между старым и современным городом. Это тоже исторический центр, который был перестроен чуть позже. Он плоский, а его улицы и их планировка выглядят более современно. Там находится площадь и Триумфальная арка, а картина целиком напоминает портовый город, в который заходят торговые пути, достаточно атмосферно, будто по площади ходят торговцы, а в стенах зданий разглядываются карты. Примерно так и было, через эту площадь двигались чиновники и элита, а также товары из колоний в Африке, Бразилии и Азии. В городе очень много трамваев и велорикш, их здесь называют тук-туками. Трамваи здесь являются не просто туристическим символом, но и выполняют важную для города с таким рельефом свою основную транспортную функцию. Есть, конечно же, и современная часть Лиссабона, похожая на крупный европейский город, но из-за того, что 80% времени мы провели в старом городе, то Лиссабон таки запечатлелся в воспоминаниях как что-то более средневековое. Перед переездом в Испанию мы выбирали между двумя Digital Nomad программами, португальской и испанской. В итоге отсутствие нормальной диджитализации, экономическая ситуация и долгая бюрократия с документами отпугнули от Португалии, хотя изначально именно она интересовала меня больше. Но все равно интересно было съездить, хоть как-то понять и прочувствовать, не ошиблись ли мы с выбором, поэтому она и стала первой страной Европы для посещения. И так каждый день после работы мы просто гуляли по городу. Все путешествие, в принципе, получается очень даже бюджетным, потому что в платные места мы не ходили, а основная часть расходов была логистика и еда. Кстати, по идее, из интересного в Португалии это десерт паштель де ната, который я очень хотел попробовать, потому что он напоминает мне корзинку, слойку из перекрестка. Это нежный десерт из слоеного теста с заварным кремом, но будь у меня выбор сейчас, я бы все-таки выбрал слойку. А также интерес у меня вызвал хот-дог с щупальцами осьминога, продающийся на местном маркете. Одним вечером мы выбрались в зоопарк, который, к моему удивлению, подарил новые эмоции. Зоопарк — это всегда прикольное времяпрепровождение, но этот был особенный, там было мало заграждений между тобой и животными. Очень много секций вольеров, где буквально ты при желании мог выброситься к ним. Вот бизончики, и к ним прям можно вот так вот перемахнуть и на рога к нему приземлиться. А там еще несколько друзей его.
Это дало какие-то новые впечатления от пребывания и наблюдения за животными, когда твой обзор не загораживает сетчатые заборы или стекло, они кажутся ближе. В момент, пока родители-носороги воспитывали своего ребенка, я мог буквально дотянуться рукой до его зада, наклонившись через забор, что, конечно же, я бы не стал делать, но само ощущение, что ты так близко к ним находишься, увеличивает погружение. Ну и еще не хотелось на носороге оставлять свой запах, потому что, я думаю, мы бы вломились сильнее. Не хочет идти, а она его заставляет идти, видишь? Наиболее опасные животные, конечно же, ограничены стеклом, или, например, обезьяны, хотя даже не все из них за стеклом. Эти вот бегали над тобой практически и издавали очень смешные звуки. Смотри, облизывается смешно. Ты красивый. Красивый такой. Да. В общем, зоопарк нам очень понравился. Вечером буднего дня, когда людей в нем практически нет, это очень хорошее место. Правда, многие животные отходят ко сну, и кажется, мы не видели тигров и всяких других больших кошек, а львы просто дремали в своем вольере. Хотят на свободу, как будто, знаешь. Ну. В выходные у нас выдалось очень длинное путешествие, и первым местом назначения была Ривьера Кашкайш. Изначально при выборе между Португалией и Испанией я смотрел классные видео о том, какое это хорошее место для жизни Кашкайш. Ривьера казалась дико привлекательным местом, которое было бы все равно не по карману, но тем не менее. Так, после одного из видео мне захотелось там побывать вживую, ссылку на видео я оставлю в комментарии. Но такого кайфа, как от видео, я, наверное, не успел словить. День был слишком насыщенный, поэтому прогуливаться пришлось нам по Кашкайшу только до обеда. И во многих местах из видео я, конечно, не побывал. Не увидел красивые закаты на пляжах с туманной дымкой, хотя прямо сейчас в Испании мы живем рядом с таким закатным пляжем, поэтому мечту пожить в подобном месте я все же осуществил. Могу сказать, что район оказался богаче, чем мне представлялось. Кругом раритетные машины, виллы. В этом районе вообще много недвижимости скуплено американцами, в том числе селебрити, Рональдами и всякими голливудскими актерами. Короче, это то место, где отдыхают мировые звезды, а поэтому в качестве ресторана мы выбрали Бургер Кинг. Он располагался в глубине города на центральных улочках, и оттуда на автобусе можно было напрямую отправиться в нашу следующую точку на мыс Рока. Мыс Рока — это самая западная точка Евразийского континента, находится в паре часов от Лиссабона и в минутах 20 от Кашкайша. На самом мысе находится памятник этой географической точки и маяк. Там просто гуляешь минут 15, делаешь фотографии, которые давались с трудом, с таким сильным ветром, и ничего больше, скорее просто место, чтобы отметиться, ну и посмотреть на скалы. А дальше можно пойти погулять в сторону пляжей, похайкать вдоль скал, откуда тоже открываются красивые виды. Нам хотелось выбрать пляж и устроить там пикник с Бургер Кингом и газировками, поэтому пришлось побродить в поисках наилучшего варианта. И обойдя парочку из них, мы выбрали пляж, который был ближе всего к маяку, но там был очень крутой спуск, так что местами приходилось ехать на ногах и передвигаться ползком на корточках. Зато это вознаградило нас полностью пустым к нашему приходу и достаточно приватным пляжем.
В океан, к слову, мы зайти не решились, хоть волны были не очень сильные, но был какой-то отлив. Рельеф был такой, что по ощущениям глубина начиналась сразу же, а какие там течения мы заранее не посмотрели. И так как людей не было, интернета и связи тоже, это оказалось довольно рискованным. Чуть позже, к вечеру, после подъема обратно, мы со второй попытки поймали автобус, идущий в Синтру, и по приезде в город начали издалека выискивать замки. Этот город знаменит именно ими, и вообще, как я сейчас понимаю, заслуживает отдельного полноценного дня, которого у нас, к сожалению, не было. А начали мы с прогулки по городу, который сам по себе приятный и интересный. На одной из табличек заметили жалобу местных жителей на жилищную проблему о нехватке доступного жилья, где авторы обвиняют местные власти в невыполнении конституционного права на жилье. И они пишут: Синтра – место, которое не наше. Каждый имеет право для себя и своей семьи на надлежащее жилье в условиях гигиены и комфорта, которое сохраняет личную неприкосновенность и семейную приватность. И задают вопрос, почему не создаются новые жилищные решения, как это делается в соседнем городе Азарейше. Проблема, преследующая всю Португалию, Европу, да и весь мир в целом, когда жилье свое позволить ты не можешь, иногда даже для съема в особо туристических местах, коим Португалия и является, и приходится жить с родителями и уповать на наследованную квартиру. В Синтре много замков, потому что город был хорошо укреплен изначально, имел влажный и прохладный климат, куда сбегала знать и короли от жары. Так он и стал местом королевской резиденции. А после 17 века Синтра стала уже не просто королевским местом, а модной зоной для аристократии, богатых семей и романтических резиденций. В 19 веке в Европе был моден романтизм, любовь к руинам, туманам, лесам, готике. И Синтра идеально попала под этот вкус, поэтому там начали строить эффектные театральные резиденции. В общем, это было престижное место рядом с Лиссабоном, которое веками любили сначала правители, потом аристократы. К сожалению, замки к вечеру уже закрывались, сами они находятся далеко друг от друга, поэтому на них нам пришлось смотреть уже за воротами или издалека, но даже это было очень интересно. Вблизи мы увидели только эту Кинту. Как раз она была построена в 19 веке, и это скорее не оборонительный замок, а резиденция. Вообще замков и резиденций там сильно больше, они спрятаны глубоко в лесах, и днем, когда они открыты для посетителей, можно погулять внутри, на их территории. К концу нашей прогулки хотелось увидеть закат, но нигде не было выхода к нему, рельеф и частные территории не давали выйти на открытое пространство, и в последний момент мы наблюдали через забор красивое здание, ухоженную территорию, которая оказалась охраняемой. Мы прошли ее, и уже развернувшись назад в сторону станции, проходя ее еще раз, мы разглядели людей вдалеке и решили попытать счастье, пройдя через шлагбаум. До последнего было ощущение, что мы проникли в какую-то резиденцию, откуда нас сейчас выгонят. Чувствовал я себя в этих декорациях, как в игре про лысого киллера, но рабочие, которые демонтировали сцену, никак на нас не отреагировали, и мы смогли выйти к такому потрясающему месту, где никого не было, и наконец был виден закат. Это было не зря. Офигеть. Вид как у королей. У меня всю дорогу было с собой обручальное кольцо, которое я приобрел в Стамбуле и полгода возил его за нами. Мы расписались раньше, чем я его подарил, и мне хотелось сделать предложение точнее, в каком-то красивом месте, романтичном. Внезапно к нам прилетел павлин. Здорово. Прокричал что-то, единственный наш свидетель. Нас по-прежнему никто там не беспокоил, красивый вид, адреналин от того, что мы пробрались в такое сказочное место в момент, когда уже не надеялись увидеть ничего больше. И он начал только нарастать, потому что я осознал, что это идеальное место для предложения.
Благодаря тому, что я собирался начать этот канал и выкладывать туда путешествия, получилось без каких-либо подозрений начать снимать нас на фронтальную камеру. Я попросил Еву отвернуться посмотреть на птицу для кадра и достал кольцо. Руки трясутся. С птичкой. Растроганные мы еще немного там пофотались, провели время, узнали, что оказывается в этом здании проводят свадьбу и там находится ресторан. Такое вот место, которое здорово было бы посетить на какую-нибудь годовщину. На следующий день мы поехали в Назаре, на родину самых больших волн, если быть душнее, на родину самых больших прибойных волн, волн для серфинга. Назаре — это старый рыбацкий город, который благодаря серии соревнований получил популярность в 20 веке, а волны там достигают 30 метров. К сожалению, сами волны большие именно зимой, и туда хорошо ехать как раз в это время года. Летом волны довольно обычные, в день, когда мы были, они были небольшими, но нам все равно хотелось увидеть это место силы, раз уж мы были недалеко. Снизу располагается современная часть города с пляжем, а чтобы посмотреть на спот, где благодаря особенностям рельефа и возникают такие большие прибрежные волны, нужно подняться сначала на скалу. Налички на фуникулер у нас не оказалось, а потому пришлось подниматься пешком с предварительно приобретенным арбузом. Наверху скалы располагается как раз старая часть города, которая только в 19 веке разрослась ниже, а до этого весь город стоял наверху. Со скалы есть спуск в другую сторону, в сторону маяка, на котором располагается музей с досками чемпионов со всего мира, когда-либо победивших в Назаре или установивших там же различные рекорды. Такой некий зал славы, по которому было интересно погулять и почитать. Назаре. Назаре. Спустившись к пляжу, на котором проводятся соревнования, мы решили позагребать немного воды и песка в ботинки. Удивительно, насколько сильно отличалась погода с одной и с другой стороны скалы. И на обратном пути, выбирая где поесть, мы решили посидеть с пиццей, с видом на город, лишний раз не испытывая судьбу ресторанам в туристическом месте. Это был последний выходной в Португалии и последняя активность, после которой мы вернулись обратно в Испанию, заселились в квартиру рядом с океаном, видео о жизни в которой уже есть на канале. Подписывайтесь, пишите комментарии, каждому из них я и правда радуюсь, и каждому комментатору телепатически жму их метафизические руки. Скоро будут видео из новых поездок, следующий, например, будет, скорее всего, Италия. Еще какие-то форматы влога попробую обязательно, планирую планомерно продолжать делать видео, и ваша поддержка поможет мне видеть в этом больше перспективы и смысла. Еще раз спасибо за ваше внимание, до скорых встреч!